Агата Кристи. Похищение Джонни Уэйверли. «Вы можете понять чувства матери?» — наверное, в 6-й раз повторила миссис Уэйверли. Она с надеждой взирала на Пуаро. Мой друг, который всегда с сочувствием относился к материнским страданиям, успокаивающе ей кивнул. «Конечно, конечно, я все понял. Доверьтесь папаше Пуаро». «Полиция?» — начал мистер Уэйверли. Его жена нетерпеливо взмахнула рукой. «Я больше не желаю иметь дело с полицией. Мы на них положились, и видите, что из этого получилось? Но я столько слышала о мосье Пуаро и о том, какие чудеса он творит, что подумала, может быть, он сможет помочь». Пуаро поспешно прервал ее излияние весьма красноречивым жестом. Было ясно, что миссис Уэйверли искренне переживает, но ее чувства как-то плохо сочетались с напряженным и суровым выражением ее лица. Когда я впоследствии узнал, что она была дочерью крупного владельца сталелитейных заводов в Бирмингеме, прославившегося тем, что сумел из мальчишки рассыльного стать владельцем компании, я понял, что она истинная дочь своего отца. Мистер Уэйверли был крупным, тучным, неунывающим мужчиной. Он стоял, широко расставив ноги, и весь его вид, все его повадки выдавали типичного сквайра. «Я полагаю, вы уже все знаете об этом деле, мосье Пуаро». Вопрос был лишним. Несколько дней тому назад все газеты были полны сообщениями о сенсационном похищении маленького Джонни Уэйверли, 3-летнего сына и единственного наследника Маркуса Уэйверли, эсквайра из Уэйверли-Корт, графства Суррей, потомка одного из древнейших фамилий в Англии. Я, конечно же, знаю в общих чертах, однако было бы лучше, мосье, если бы вы рассказали мне все с самого начала и поподробнее. Ну, я думаю, все это началось дней 10 тому назад, когда я получил анонимное письмо, эту мерзость. Признаться, я не знал, что и подумать. Какой-то гад имел наглость требовать 25 тысяч фунтов. 25 тысяч фунтов, мосье Пуаро. В случае отказа он угрожал похитить Джонни. Я, конечно же, выбросил это письмо в корзину. Решил, что это глупая шутка. Через 5 дней я получил еще одно письмо, уже с точной датой. Если вы не заплатите, то 29 числа вашего сына украдут. А пришло оно 27-го. Ада перепугалась, а я никак не мог принять все это всерьез. Мы же в Англии, черт побери. У нас никто не крадет детей ради выкупа. Да, здесь это не принято, заметил Пуаро. Продолжайте, мосье. Ну, Ада мне житья не давала, и хотя я чувствовал себя полным идиотом, все-таки обратился в Скотланд-Ярд. Они тоже не восприняли это всерьез, согласились со мной, что это чья-то глупая шутка. 28-го я получил 3-е письмо. Вы не заплатили. Завтра, 29-го, в полдень, ваш сын будет похищен. Вам придется заплатить выкуп в 50 тысяч фунтов. Я отвез это письмо в Скотланд-Ярд. На этот раз они не на шутку взволновались и пришли к выводу, что письма писал какой-то сумасшедший, и что, по-видимому, в назначенный час будет предпринята попытка похищения. Меня заверили, что будут приняты все необходимые меры предосторожности. Инспектор Макнейл со своими ребятами должен был прибыть у Уэйверли на следующее утро, чтобы заняться этим делом. Я с облегчением отправился домой. И все же меня не покидало чувство, что мы в осаде. Я дал указание никого не принимать и никого не выпускать из дома. Вечер прошел без происшествий. Утром жена почувствовала недомогание. Я был обеспокоен ее состоянием и послал за доктором Дакером. Симптомы озадачили доктора. И хотя он не решался сказать, что ее отравили, я чувствовал, что он сделал именно этот вывод. Он уверил меня, что опасности никакой нет, но пройдет пара дней, прежде чем она оправится. Вернувшись после разговора с доктором к себе в комнату, я увидел приколотую к подушке записку.
Я был потрясен и весьма озадачен. Записка была написана тем же почерком и содержала всего 2 слова в 12. И тут, мосье Пуаро, я пришел в ярость. Кто-то в доме был замешан в этом, кто-то из слуг. Я их всех допросил, устроил форменный разнос, но они никого не выдали. Компаньонка моей жены, мисс Коллинз, сообщила мне, что она видела утром, как няня Джонни прошмыгнула на улицу. Я допросил няню, и она во всем призналась. Оказывается, она оставила ребенка с горничной и удрала на свидание с мужчиной. Хорошенькие вещи происходят в моем доме. Она отрицала, что приколола записку к моей подушке. Может, это, конечно, и не она, я не знаю. Но я решил, что не могу рисковать. А вдруг все-таки она? Я был уверен, что кто-то из слуг замешан в этом деле. Под конец я вышел из себя и уволил всех скопом, няню и всех остальных. Я дал им час на то, чтобы они собрали вещи и убрались прочь. И без этого красное лицо мистера Уэйверли побагровело при этом воспоминании. «Возможно, это было несколько несвоевременно, мосье», — предположил Пуаро. «Исходя из последующих событий, вы, вероятно, играли на руку вашим врагам». Мистер Уэйверли уставился на него. «Об этом я не подумал. Мне хотелось их всех убрать. Я телеграфировал в Лондон, чтобы вечером прислали новых слуг. А до этого со мной должны были остаться только те, кому я полностью доверял. Мисс Коллинз, секретарь моей жены, и Тредуэлл, дворецкий, которого я знал с детства. А это мисс Коллинз, как долго она жила с вами? Год, сказала миссис Уэйверли. В качестве компаньонки она неоценима, отличный секретарь и великолепная домохозяйка. А няня? Няня жила у нас 6 месяцев. Она пришла с блестящими рекомендациями. Но я ее не слишком-то любила, хотя Джонни был к ней очень привязан. Но когда разразилась катастрофа, няни уже не было в доме. «Мосье Уэйверли, будьте добры, продолжайте». Мистер Уэйверли продолжил свое повествование. Инспектор Макнейл прибыл около 10:30. В это время слуги уже уехали. Инспектор одобрил мои действия. Он расставил людей на подходах к дому и уверил меня, что если вся эта история не грандиозная мистификация, то они непременно схватят преступника. Джонни был со мной. Мы с Джонни в сопровождении инспектора прошли в комнату, которую мы называли кабинетом консула. Инспектор запер дверь. В комнате стояли старинные часы. Не буду скрывать, что когда стрелки часов приблизились к 12, я не мог сдержать нервную дрожь. Стрелки с жужжанием передвинулись, и часы начали отбивать полдень. Я прижал Джонни к себе. У меня было такое чувство, что этот тип может упасть прямо с неба. С последним ударом часов за дверью раздались крики и беготня, поднялась суматоха. Инспектор распахнул окно. К нему подошел констебль. «Мы его схватили, сэр», — объявил он. «Он прятался в кустах. Он весьма тщательно приготовился». Мы выбежали на террасу, где 2 дюжих констебля крепко держали какого-то ободранного типа, по виду настоящего бандита. Он яростно вырывался в бесплодной попытке удрать. Один из полицейских вручил инспектору сверток, который они конфисковали у своей жертвы. В нем была льняная тряпка и бутылка хлороформа. При виде всего этого кровь во мне закипела. Там была еще записка, адресованная мне. Я развернул ее и прочел. «Вам придется платить. Выкуп 50 000. Несмотря на все ваши предосторожности, он был похищен в полдень 29-го, как я и говорил». Я расхохотался. Это был смех облегчения, но в эту секунду я услышал звук мотора и крик. Я повернул голову. Длинная серая машина неслась по направлению к южному выходу. Кричал водитель машины, но не это привлекло наше внимание. Рядом с ним я увидел льняные кудряшки Джонни. Инспектор изрыгал проклятие. «Ребенок только что был на месте!» — кричал он.
Он оглядел всех нас, все мы были тут, на террасе. Я, Тредуэлл и мисс Коллинз. «Когда вы оставили сына, мистер Уэйверли?» – спросил он. Я принялся объяснять, и тут вдруг раздались звуки, которые повергли нас в оцепенение. Это был бой часов на церковной колокольне. Чертыхнувшись, инспектор взглянул на свои часы. Было ровно 12. Не сговариваясь, мы ринулись в кабинет консула. Часы показывали 10 минут первого. Определенно, их кто-то переставил. Никогда раньше эти часы не спешили и не отставали. Они всегда ходили точно. Мистер Уэйверли замолчал. Пуаро улыбнулся про себя и расправил маленький коврик, который сдвинул взволнованный отец. «Прелестная задачка, все неясно и загадочно», — удовлетворенно пробормотал Пуаро. «Я с радостью займусь этим делом. Воистину, все было прекрасно спланировано». Миссис Уэйверли с укором посмотрела на него. «Но мой малыш!» — принялась причитать она. Пуаро поспешно сменил выражение лица. Теперь он был само сострадание. «Он в безопасности, мадам, он невредим, уверяю вас. Эти негодяи будут бережно к нему относиться. Разве он для них не индейка, то есть не курица, которая несет золотые яйца?» «Мосье Пуаро, я уверена, что единственное, что можно сделать, это заплатить. Поначалу я была против, но теперь материнские чувства». «Но мы прервали рассказ, мосье», — поспешно произнес Пуаро. «Я полагаю, что все остальное вам хорошо известно из газет», — сказал мистер Уэйверли. Конечно, инспектор Макнейл сразу же связался по телефону с полицией. Повсюду были разосланы описания машины и водителя, и поначалу казалось, что все кончится хорошо. Машина, соответствующая описанию, с мужчиной и маленьким мальчиком, проехала через несколько деревушек по направлению к Лондону. В одном месте они сделали остановку, и жители припоминали, что ребенок плакал и, похоже, боялся своего спутника. Когда инспектор Макнейл объявил, что машина остановлена, а мужчина с мальчиком задержан, я вздохнул с облегчением. Но продолжение вам известно. Оказалось, что мальчишка вовсе не Джонни, а водитель – страстный автомобилист, любящий детей. Он подобрал маленького мальчика, игравшего на улице в Эндесвилле. Это деревушка в 15 милях от нас, чтобы покатать его на автомобиле. Так, из-за грубой ошибки полиции, следы Джонни были утеряны. Если бы они не тратили время на эту дурацкую погоню за машиной, они, возможно, нашли бы моего мальчика. Успокойтесь, мосье, полицейские совсем не глупые люди и пытались сделать все, что в их силах. Их ошибка была вполне естественной. Преступление было очень тонко спланировано. Что касается ободранного типа, которого нашли в саду, то ведь, насколько я помню, он все упорно отрицал. Он заявил, что и записку, и пакет ему вручил некий человек, чтобы он все это отнес в Уэйверли-Корт. Этот человек дал ему 10 шиллингов и пообещал дать столько же, если он принесет пакет ровно без 10:12. Он должен был пройти через сад и постучать в боковую дверь. «Не верю ни единому слову», — с жаром произнесла миссис Уэйверли. «Все это сплошная ложь». «Да, версия довольно-таки неубедительная», — задумчиво проговорил Пуаро. «Но все же полиция до сих пор не смогла ее опровергнуть. Я припоминаю, что он сделал еще какое-то заявление». Пуаро вопрошающе посмотрел на мистера Уэйверли. Тот снова покраснел. Этот бродяга имел наглость заявить, будто узнал в Тредуэлле человека, который вручил ему сверток. По словам бродяги, он только сбрил свои усы. Обвинить Тредуэлла, который родился в этом селении и всю жизнь прожил с семьей Уэйверли. Пуаро позабавило негодование провинциального джентльмена. «Но ведь вы сами подозревали своих слуг в соучастии». «Да, но не Тредуэлла. А вы, мадам?» — спросил Пуаро, неожиданно повернувшись к миссис Уэйверли. «Если этому бродяге действительно кто-то всучил пакет, в чем я сильно сомневаюсь, то уж никак не Тредуэлл. Этот лгунишка утверждал, что письмо и пакет ему вручили около 10 утра,
а в 10 утра Тредуэлл находился с моим мужем в курительной. Вы могли различить лицо человека в машине, мосье? Не напоминал ли он вам Тредуэлла? Он был слишком далеко. И я не мог хорошо его разглядеть. Вы не знаете, есть ли у Тредуэлла брат? У него было несколько братьев, но все они умерли. Последний был убит в войну. Я не совсем себе уяснил устройство Уэйверли-Корт. Машина скрылась через южные ворота. Есть ли другой выезд? Да, мы называем его Восточные ворота. Он виден с другой стороны дома. Мне кажется странным, что никто не заметил, как машина въехала в усадьбу. Через усадьбу проходит дорога, подъезд к маленькой часовенке. Там проезжает довольно много машин. Должно быть, похититель остановил машину в удобном месте, и в тот момент, когда поднялась тревога и все внимание было приковано к бродяге, побежал прямо к дому. «Если только он уже не был там», — проговорил в задумчивости Пуаро. «В доме есть где прятаться?» «Ну, мы не обыскивали дом. Как-то даже не пришло в голову. Нет, он, конечно, мог где-нибудь спрятаться, но кто бы впустил его в дом? К этому мы вернемся позже. А сейчас обсудим другое. Надо быть последовательным. Есть ли в доме потайное место? Уэйверли-Корт – старинная постройка, и там могут быть потайные комнаты, нечто вроде норы священника, как их раньше называли. Черт побери, в доме есть такая комната. Вход сразу за панно в холле. Это рядом с кабинетом консула? Прямо за дверью? Вуаля! Но о ее существовании не знает никто, кроме меня и моей жены. А Тредуэлл? Ну, возможно, он слышал о ней. А мисс Коллинз? Я никогда не говорил ей об этом. Пуаро на минуту задумался. Хорошо, мосье, мой следующий шаг – побывать на месте происшествия. У вас, у Уэйверли-Корт. Сегодня во второй половине дня вас устроит? Как можно скорее, прошу вас, мосье Пуаро, воскликнула миссис Уэйверли. Прошу вас, прочтите это еще раз. Она вручила ему послание от похитителей, которое пришло утром и заставило ее сразу же обратиться к Пуаро. Оно содержало исчерпывающие инструкции, как нужно платить выкуп. В конце письма была недвусмысленная угроза. В случае, если родители обратятся к кому-нибудь за помощью, мальчика убьют. Было очевидно, что в миссис Уэйверли боролись явное нежелание расстаться с деньгами и материнская любовь. Последняя победила. После ухода мистера Уэйверли Пуаро остался с его женой наедине. «Прошу вас, мадам, мне необходимо знать правду. Вы также доверяете Тредуэллу Дворецкому?» «Мне не в чем его обвинить, мосье Пуаро. Я не представляю, как он мог быть в этом замешан. Но я никогда его не любила, никогда. Еще одно, мадам, вы не могли бы мне дать адрес няни вашего сынишки? Хаммерсмит, шоссе Нитераль, 149. Уж не воображаете ли вы?» «Я никогда ничего не воображаю. Я только задаю работу своим серым клеточкам. И иногда, иногда у меня появляется идея». Когда за ней закрылась дверь, Пуаро подошел ко мне. «Итак, мадам никогда не любила Дворецкого. Это уже кое-что. Вы не находите, Гастингс?» Я не позволил себя вовлечь в разговор. Пуаро так часто разыгрывал меня, что я стал осторожен. Где-то был скрыт подвох. Собравшись, мы отправились на шоссе Нитераль. Нам повезло. Мисс Джесси Витерс была дома. Это была женщина лет 35. Приятной наружности, держалась она уверенно и с чувством собственного достоинства. Мисс Витерс была глубоко оскорблена тем, как с ней обошлись, но признала, что и сама была не права. Она была помолвлена с художником-декоратором, который в тот злосчастный день оказался неподалеку, и ушла, чтобы встретиться с ним. Ее поведение казалось вполне естественным. Но я не совсем понимал, куда клонит Пуаро. Он задавал вопросы, которые, казалось, не имели никакого отношения к делу. В основном он расспрашивал ее о жизни Уэйверли-Корт.
Мне все это надоело, и я был рад, когда Пуаро откланялся. «Похитить этого ребенка было несложным делом, друг мой», — заметил Пуаро. Мы вышли на шоссе, поймали такси и попросили отвезти нас на вокзал Ватерлоу. Да, этого малыша можно было похитить в любой момент. «Не вижу, чем это обстоятельство может нам помочь», — холодно заметил я. «Как чем? Этот факт имеет огромное значение. Огромное? Послушайте, Гастингс, если уж вам так хочется носить булавку для галстука, так заколите ее хотя бы посередине. А сейчас она у вас сдвинута вправо по меньшей мере на полдюйма». У Уэйверли-Корт было прелестное старинное поместье. Его недавно бережно и со вкусом отреставрировали. Мистер Уэйверли показал нам кабинет консула, террасу и остальные места, которые так или иначе могли быть связаны с похищением. В конце осмотра он по просьбе Пуаро нажал какую-то пружину в стене. Панно отодвинулось в сторону, и нам открылся короткий коридор, по которому мы прошли в потайную комнату. «Сами видите», — сказал Уэйверли, — «здесь ничего нет». Крошечная комната была пуста. Сюда давненько не заходили. На полу не было ничьих следов. Я присоединился к Пуаро, который внимательно разглядывал что-то в углу. «Что это вам напоминает, друг мой?» Он указал на 4 маленьких пятнышка, близко расположенных друг к другу. «Собака!» — воскликнул я. «Очень маленькая собака, Гастингс. Шпиц. Меньше шпица». «Грифон?» — с сомнением предположил я. «Меньше даже грифона. Эта порода неизвестна собаководам». Я посмотрел на него. Лицо его сияло от удовольствия и удовлетворения. «Я был прав», — пробормотал он. «Я знал, что мыслю в верном направлении. Пойдемте, Гастингс». Когда мы снова оказались в холле, и потайная дверь закрылась за нами, в холл вошла молодая девушка. Мистер Уэйверли представил ее нам. Мисс Коллинз. Мисс Коллинз особо лет 30, довольно живая и проворная. У нее были тусклые светлые волосы, она носила пенсне. По просьбе Пуаро мы прошли в маленькую гостиную, и, расположившись там, он принялся детально расспрашивать мисс Коллинз о слугах, а особенно о Тредуэлле. Она призналась, что не любит дворецкого. «Уж очень он важничает», — объяснила она. Потом был задан вопрос о том, что ела миссис Уэйверли в ночь на 28-е. Мисс Коллинз объявила, что она у себя ела те же блюда, что и хозяйка, но с ней ничего не случилось. Когда она уходила, я ткнул локтем Пуаро. «Собака!» – прошептал я. «Ах да, собака!» – он широко улыбнулся. «Мадемуазель, нету ли случайно в доме собаки? На псарне есть 2 охотничьи собаки». «Нет, я имел в виду маленькую собачку, которую держат в доме в качестве игрушки». «Нет, ничего подобного». Пуаро позволил ей уйти. Потом он нажал на кнопку звонка и, обращаясь ко мне, заметил. «Она лжет, это мадемуазель Коллинз. Возможно, на ее месте я поступил бы так же. А теперь займемся дворецким». Дворецкий действительно имел очень важный вид. Он рассказывал свою историю с невероятным опломбом. Его рассказ в деталях совпадал с тем, что поведал нам мистер Уэйверли. Дворецкий подтвердил, что ему было известно о существовании потайной комнаты. Наконец он удалился, величественный, как папа римский. Я поймал насмешливый взгляд Пуаро. «Ну и к какому выводу вы пришли, Гастингс?» «А вы?» – парировал я. «Каким же вы стали осторожным? Вы никогда не сможете найти разгадки, если не будете стимулировать свою умственную деятельность. Но я совсем не хочу вас поддеть, давайте думать вместе. Итак, что же представляется особенно странным во всей этой истории?» «Есть одна вещь, которая поразила меня», — заметил я. «Почему похититель выехал из усадьбы через южные ворота? Он мог выехать через восточные, и его никто бы не заметил». «Это вы очень верно подметили, Гастингс, просто не в бровь, а в глаз. Зададим еще один вопрос. Зачем нужно было заранее предупреждать Уэйверли? Почему нельзя было просто похитить ребенка и потребовать выкуп?»
потому что они надеялись получить деньги, не предпринимая никаких решительных действий. Но ведь было очевидно, что простая угроза не могла возыметь действия. К тому же они хотели сконцентрировать внимание родителей на 12 часах с тем, чтобы, когда все будут заняты поимкой бродяги, незаметно выскочить из укрытия и схватить ребенка. Все это не может опровергнуть того факта, что похитители усложняли себе жизнь. Если бы они не выбрали точного времени и места, им ничего не стоило в подходящий момент схватить мальчика на прогулке и увезти. «Да», — с сомнением подтвердил я. «Вместо этого перед нами разыгрывают целый спектакль. Давайте теперь рассмотрим вопрос с другой стороны. Все факты указывают на то, что в доме был сообщник. Во-первых, это таинственное отравление миссис Уэйверли. Во-вторых, приколотое к подушке письмо. В-третьих, часы, которые перевели на 10 минут вперед. Все это мог сделать только живущий в доме. И еще одно обстоятельство, на которое вы, должно быть, не обратили внимания. В потайной комнате не было пыли. Кто-то тщательно подмел пол. В доме оставалось 4 человека. Нам придется исключить няню, поскольку она не могла подмести пол, ведь ее уволили до похищения. Хотя все остальное могла сделать и она. Итак, 4 человека. Миссис и мистер Уэйверли, Тредуэлл дворецкий и мисс Коллинз. Сначала займемся мисс Коллинз. Нам нечего ей инкриминировать, кроме, пожалуй, того, что мы практически ничего о ней не знаем, что она весьма умная молодая особа и что в доме она меньше года. И еще, как вы сказали, что она солгала насчет собачки, напомнил я. Ах да, собачка. Пуаро странно улыбнулся. Теперь перейдем к Тредуэллу. Есть несколько подозрительных моментов. Во-первых, бродяга заявил, что это он вручил ему пакет. Но ведь Тредуэлл подтвердил свое алиби. Тем не менее, он мог отравить миссис Уэйверли, приколоть к подушке записку, переставить часы и замести пол в потайной комнате. С другой стороны, он родился и прожил всю жизнь в поместье. Было бы в высшей степени странно, если бы он участвовал в похищении сына владельца поместья. Это уж слишком. Ну и что же? Мы должны следовать логике, какими бы абсурдными ни казались наши выводы. Итак, миссис Уэйверли. Она богата, все средства принадлежат ей. Кстати, это на ее деньги восстановлено пришедшее в упадок поместье. Зачем ей похищать собственного сына и платить самой себе выкуп? А вот с ее мужем ситуация совсем иная. У него богатая жена. Но это вовсе не то же самое, что быть богатым самому. Я полагаю, что леди не слишком-то охотно расстается с деньгами, только в крайнем случае. Ну а мистер Уэйверли, как вы могли заметить, весьма жизнелюбив. «Это невозможно», — залопотал я. «Ну отчего же? Кто отослал слуг?» «Мистер Уэйверли. Он же мог написать записки, отравить жену, переставить часы и обеспечить алиби своему преданному вассалу Тредуэллу. Тредуэлл никогда не любил миссис Уэйверли. Он предан своему господину и с готовностью выполнит любые его указания. Они все провернули втроем – Уэйверли, Тредуэлл и какой-то приятель мистера Уэйверли. Полиция допустила ошибку, прекратив расследование в отношении того человека с ребенком в серой машине. Он-то и был третьим. Он подобрал неподалеку в деревне мальчика со светлыми волосами, въехал в усадьбу через восточные ворота и в нужный момент выехал через южные, что-то крикнув и помахав рукой. Никто в доме не мог увидеть его лица или номера машины. И уж, конечно, никто не видел лица ребенка. Ложный след направил полицию в Лондон. Тредуэлл сыграл свою роль, организовав всю эту историю с бродягой. В том же случае, если бродяга и опознал Тредуэлла без усов, хозяин подтвердил бы его алиби, что, впрочем, и произошло. Ну а что касается мистера Уэйверли, то, когда во дворе началась суматоха, и инспектор выскочил на улицу, он поспешно спрятал сына в потайной комнате и последовал за инспектором.
Позже, когда инспектор удалился и поблизости не было мисс Коллинз, ему было нетрудно отвезти сына на собственной машине в какое-нибудь безопасное место. «Ну а как насчет собачки?» – спросил я. «И мисс Коллинз, которая солгала?» Это была моя маленькая шутка. Я спросил у нее, есть ли в доме маленькая собачка, собачка-игрушка, и она ответила «нет», имея в виду настоящую собаку. Хотя совершенно очевидно, что собачка должна быть. Игрушечная, разумеется, в детской. Видите ли, Гастингс, чтобы Джонни не плакал и вел себя тихо, мистер Уэйверли оставил в потайной комнате несколько игрушек. «Мосье Пуаро», в комнату вошел мистер Уэйверли. «Удалось вам что-нибудь обнаружить? У вас есть предположение, где может быть мальчик?» Пуаро вручил ему лист бумаги. «Вот адрес». «Но это чистый лист бумаги?» «Да, но я думаю, что вы сами напишете на нем адрес». «Какого?» Мистер Уэйверли побагровел. «Мосье, мне все известно. Даю вам сутки, чтобы вернуть мальчика. С вашей изобретательностью вы наверняка сумеете объяснить его появление. В противном случае мне придется сообщить миссис Уэйверли, как все было на самом деле». Мистер Уэйверли опустился в кресло и закрыл лицо руками. «Он у моей старушки-няни в 10 милях отсюда. У него там есть все. Он весел и доволен. Я в этом и не сомневался. Если бы я не считал, что вы в сущности неплохой и любящий отец, я бы не дал вам этого шанса. Но скандал. Именно так. Вы принадлежите к старинному и знатному роду. Так не запятнайте же своего имени еще раз. Всего доброго, мистер Уэйверли. Да, кстати, напоследок я хочу дать вам один совет. Всегда заметайте в углах.